Здравствуйте! Сегодня 13 августа и пора уже задуматься об обработке от клеща. Одну обработку я уже провел при помощи полосок со щавелевой кислотой. Я думаю, многие знают, что это такое, но не каждый знает, как приготовить. Так вот, сегодня я буду готовить раствор, заливать, закладывать туда полоски. И вы посмотрите рецепт. Скажу, что полоски работают. У меня они сработали хорошо. Клещ сыпется. Но работают они от 30 до 45 дней, как кто-то заявлял. Ну, не уверен я, конечно, что именно так будет. Но 20-25 дней они стоят в семье, и клещ периодически при выходе расплода высыпается. Поэтому и погибает. К полоскам к этим нет привыкания, потому что он на основе кислоты. Что там уже обжигается у того клеща, дыхальца или лапки или еще что-то. Но тем не менее он сыпется и назад уже на пчелу не взбирается. Поэтому сейчас я буду это все делать, а вам будет возможность посмотреть и, возможно, принять на вооружение. Кому-то, я надеюсь, это очень пригодится. Раствор готовится на водяной бане. Вот я взял такое ведерко из нержавейки, у меня индукционная плитка. Сюда ставлю кастрюлю, в которую и буду замешивать щавелевую кислоту и глицерин. Сейчас расскажу, как это будет делаться. Итак, на водяной бане из расчета на 1 кг глицерина сыпется 600 грамм щавелевой кислоты. Не путайте 1 кг глицерина с 1 литром. В литре больше, чем 1 кг. Поэтому 1 кг глицерина, 600 грамм щавельки. Все это сперва глицерин мы заливаем в эту емкость. После этого доводим до температуры 60-70 градусов. И когда доведем до этой температуры, можно засыпать туда щавелевую кислоту в пропорции. Ну, у меня, допустим, здесь 4,5 килограмма глицерина. Значит, я буду сыпать 2,700 килограмма щавелевой кислоты. Все это размешается чем-нибудь, деревянной палочкой или еще какой-либо нержавеющей, кому как будет удобно. И после того, как раствор будет готов, в него помещаются картонные полоски. Вот такие картонные полоски. Это пивной картон. Он мягкий, гибкий. Режется обычным канцелярским ножом. Полоска должна быть приблизительно 30-35 мм. Но я себе сделал полоски 40 мм. И из этого расчета уже исходил. Так вот, если полоска 30-35 мм, то таких полосок на 1 килограмм раствора нужно порядка 65-70 штук. Вот у меня здесь где-то 240 полосок по 4 сантиметра. Я высчитал площадь и вывел, что мне надо 4,5 килограмма глицерина, 2,700 щавелевой кислоты. Ну, в семью ставится 2, 3, 4 полоски, в зависимости от водок это или семья. В семью можно поставить 4 полосочки, в отводочек 2, 3, смотря какой он. Ну, из расчета 10 рамок 4 полоски. Плита работает. Залит глицерин. Температура не видно, наверное, пока 23 градуса. Итак, отмерил я 2,700 щавелевой кислоты, 2 килограмма 700 грамм. И как только температура дойдет градусов до 60 вот здесь, пока вода нагревается, и глицерин в том числе, я заложил полоски картонные сюда. Будете закладывать, слишком их не трамбуйте.
То есть, чтобы они были свободно. Потому что потом они разбухают, и их очень тяжело достать, они рвутся. Я вот такое корытце приобрел себе. И в него закладываю, закрываю крышкой. А вот это вот старые полоски, которые были сделаны там, ну, наверное, уже больше месяца назад. Моя первая партия, вот щевелька прямо видна на них, вот. Они рабочие, просто остались лишние. Приобретают почему-то вот такой красный цвет. Вот из этих белых получаются вот такие красные полоски. Вот в таком виде перегибаются через планочку в улье, через верхний брусок и ставятся в семью в улей. Но они немножко, они-то влажные, такие жирные, но вроде как немножко подсохли. Я их на всякий случай поставлю сюда, залью тем раствором, чтобы они немного взяли в себя глицерина со щавелькой. Засыпал щавельку, отключил я печку, чтобы было вам лучше слышно. Сейчас опять, конечно, включу плиту. Щавелевая кислота засыпается, перемешивается. Я высыпал ее все 2 килограмма 700 грамм. Вот она такая становится густая, как кисель. А потом, когда температура поднимется чуть повыше, все перемешается хорошо будет. Давайте немножко поговорим, почему именно щавелевая кислота, а не что-нибудь иное. Тактики, амитразы, флуволинаты и прочая гадость, которая будет накапливаться в воске. Соответственно, и в мед она попадет, чтобы никто не говорил. Но по-любому попадет в мед. Как бы вы там ни старались. А после проливок, бипинов и прочего, все равно будет вся эта химия в меде, в воске, соответственно в вощине, которую вы купите в следующем году или в этом. И ничего хорошего это не сулит ни нам, ни нашим детям, ни потомкам нашим. Поэтому я решил пользоваться и сделать упор на щавелевую кислоту, на кислоты. Кислота в любом случае обжигает клеща, и он погибает. Так зачем я буду использовать бипин или что-нибудь такое жесткое, что будет вредить мне, вам, покупателям моим и вообще людям, когда можно использовать более мягкое что-то, как кислоты. Не зря ими пользуются в Европе, не зря вся эта химия запрещена в Европе. Кто-то, конечно, пользуется, я не буду спорить с этим, но я сделал свой выбор в пользу щавелевой кислоты. Я ее вам не рекламирую, но стоит, наверное, задуматься. Мы и так живем в таком веке, где кругом одна химия, начиная с полей, заканчивая магазинами. Поэтому задумайтесь, стоит ли вам использовать что-то такое, так сказать, запрещенное. Если его не запретили в наших странах СНГ, это не значит, что им можно пользоваться. Итак, температура 56 градусов. Раствор стал прозрачным, дно видно. То есть я догоню до 60, немножко помешаю и на этом буду закругляться. Буду заливать его в емкость. Так, заливаем. Вся вот эта жидкость впитается в полоски. И завтра уже можно будет
приступить к их постановке в семьи. Всего доброго, друзья. На этом я заканчиваю. Накрою это все крышечкой. В следующем ролике я установлю полоски в семьи и посмотрим на особь клеща. Буду ставить планшеты, подсчитывать. Не все, конечно, семьи, но с десяток выборочно. И мы посмотрим, как они работают. Всего вам хорошего.